Известный французский историк Марк Ферро как-то сказал: «У каждой нации, или почти у каждой, есть несколько историй, которые накладываются одна на другую и спорят между собой». Одно и то же событие в истории может выглядеть с точки зрения стран по-разному. Японскую молодежь учат на примерах, которые пронизаны японским милитаризмом, и не устают напоминать о том, что Япония потеряла свои северные территории. Например, явный агрессор у одних может выглядеть жертвой у других, военные преступники – героями, а черные страницы вырваны из истории. И они до сих пор считают, что и атомные бомбы сбросили не зря. Когда искажение истории – это семейное дело внутри страны, а когда нарушение разумных пределов? И тогда как это может отразиться на каждом из нас? Пределы дозволенного. Операция «Молитвенный дом». С 1942 года японские острова регулярно подвергались массированным бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов. Первые авианалеты США на Японию были малоэффективны. До 1945 года американцы использовали обычные фугасные бомбы. Их сбрасывали с высоты 8-9 километров. Погодные условия не позволяли ясно видеть цель, а сильные воздушные течения успевали разметать бомбы по сторонам, что уменьшало урон, наносимый при бомбардировках. Командующего операциями против Японии генерала Кертиса Лемея такая результативность не устраивала. В начале 1945 года он разработал новую схему бомбардировок и впоследствии испытал ее на Токио. Эта операция получила название «Молитвенный дом». Способ бомбардировки, который американцы использовали в Токио, это бомбардировка напалмом. Он потом в дальнейшем активно использовался Соединенными Штатами и во Вьетнаме, и в других войнах второй половины 20 века. Так что можно сказать, что это была апробация нового вида оружия. И если бомбардировки Хиросимы и Нагасаки открыли атомную эру в вооружениях и их использовании, то «Молитвенный дом» стала апробацией оружия именно напалмового. Напалм – это смесь, которая добавляется к бензину в качестве загустителя и дает эффект медленного воспламенения, но длительного горения. Его практически невозможно тушить водой. Согласно плану Лемея, при правильном расчете высоты самолетов и дистанции между ними, напалмовые бомбы должны вызвать огненный смерч, который буквально сожжет Токио дотла. Было решено провести операцию в ночь с 9 на 10 марта. Под прицелом оказались десятки тысяч японцев, мирно спавших в своих домах. Американцы думали, что психологически они смогут воздействовать, если нанесут очень большой урон именно гражданскому населению. Для этого они выбрали объекты Хиросимы и Нагасаки под атомной бомбардировкой, но и одновременно они провели операцию по фактическому уничтожению Токио с помощью обычных бомб и зажигательных бомб. И масштабы вот этой бомбардировки Токио, город практически был стерт с лица земли. Он сгорел дотла практически. Погибло больше людей, чем в Хиросиме. Порядка 120-130 тысяч человек погибло во время вот этой операции. На момент бомбардировки Токио мужское население, способное держать оружие в руках, было мобилизовано и находилось преимущественно вне города. Жертвами операции стали мирные жители, старики, женщины и дети. И генерал Лемей знал, кто попадет под удар. В итоге десятки тысяч жертв среди беззащитного населения. Но ради чего? Цель, которую преследовали Соединенные Штаты – заставить Японию как можно быстрее капитулировать. Однако сломить боевой дух японцев оказалось непросто. И тогда Лемей предпринял жестокий и хладнокровный шаг. Тот же человек, который планировал операцию «Молитвенный дом», именно генерал Лемей, он произнес такую фразу: «Если бы все-таки война окончилась поражением Соединенных Штатов, меня бы судили как военного преступника».
То есть он прекрасно понимал, что бомбардировка Токио такими средствами является бесчеловечным актом, направленным против мирного населения. Направлена она была прежде всего против боевого духа Японии. Цель была показать, что Соединенные Штаты Америки готовы нанести любой силой удар, чтобы подорвать боеспособность Японии, подорвать веру в победу. И, собственно говоря, это была акция не только и не столько военного, сколько морального толка. Жертвами напалма только по американским оценкам стали 100 тысяч человек. Япония же оценивает свои потери более чем в 300 тысяч человек. И еще 1,5 миллиона жителей потеряли в пожарах свои дома. Ущерб, нанесенный Японии при проведении операции «Молитвенный дом», значительно превышает потери даже от атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, которой, кстати, руководил все тот же генерал Лимей. Нужно сказать, что под его руководством были спланированы бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вообще, за организацией бомбардировок японцы его называли «зверский Лимей». Однако ни президенты США Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн, ни сам генерал Лимей в те годы не считали бомбардировку японских островов актом бесчеловечности. Более того, они полностью оправдывали проведение операции «Молитвенный дом». К августу 1945 года Япония довела количество своих пехотных дивизий до 180 штук, в то время как у США и Великобритании вместе взятых их было чуть больше 30. По подсчетам американцев, в случае сухопутной операции войска США могли бы потерять около 1 миллиона своих солдат. Этого Америка допустить не могла. И было принято решение о бомбардировке Токио. Решение, по мнению Соединенных Штатов, абсолютно справедливое. Американцы прагматики. Они действительно подсчитали, сколько, вот особенно после Окинавы, сколько потребуется жертв американских солдат, если начнется оккупация непосредственно японских островов. У них получилась цифра порядка около 1 миллиона человек. Естественно, они такие жертвы нести не были готовы. Поэтому с их точки зрения бомбардировка и атомная бомбардировка, и разрушение Токио, с их точки зрения морально была оправдана. И они до сих пор считают, что и атомные бомбы сбросили не зря, что это вынудило Японию к капитуляции. Японцы сражались до последнего. Верность Микадо и прочее. Ну и своеобразный народ, да, своеобразная у них философия. Конечно, американцы бы в случае высадки на японские острова понесли бы потери. Но они, конечно, несопоставимы с предлагаемыми цифрами в 1 миллион. Поэтому считаю, что вот именно бомбардировка Токио, она была не столь необходима и эффекта как такового не имела. Надо заметить, что в ходе операции «Молитвенный дом» Соединенные Штаты все-таки понесли потери. На базу не вернулось 14 бомбардировщиков Б-52. Они попали в зону турбулентности, возникшую из-за пожаров. Потери Соединенных Штатов Америки при проведении операции были не такими большими. Это несколько бомбардировщиков, которые не справились с управлением и разбились. Потому что при бомбардировке они должны были следовать друг от друга примерно на расстоянии 15 метров, дабы создавалась сплошная стена огня из зажигательных снарядов. Опять же, это боевые потери, и они несопоставимы с тем количеством потерь, которые Япония понесла в ходе атаки, причем потерь из мирного населения. Сегодня Япония считает Америку своим партнером и видит в ней гаранта собственной безопасности. Когда речь заходит о взаимоотношениях Японии и США, японская сторона ведет себя более чем дипломатично. Конфликт времен Второй мировой целенаправленно замалчивается средствами массовой информации во избежание роста антиамериканизма в Японии. При этом Россия воспринимается японцами как агрессор, обязанный пойти на уступки в территориальных спорах.
Японскую молодежь учат на примерах, которые пронизаны японским милитаризмом, и не устают напоминать о том, что Япония потеряла свои северные территории. Между тем, как Соединенные Штаты Америки рассматриваются японской пропагандой как стратегический союзник. И об атомных бомбардировках в Хиросиме и Нагасаки, об операции «Молитвенный дом» предпочитают не вспоминать и не делать на этом акцента. То есть сейчас в Японии создается образ геополитического противника не Соединенных Штатов, а России. Безусловно, подобная расстановка акцентов ведет к искажению и утрате исторической памяти. Нельзя придавать забвению события такого масштаба. Иначе нет никаких гарантий, что в ближайшем будущем они не повторятся. Важно четко понимать, кто жертва, а кто агрессор. Чьи действия резонны, а чьи циничны и вероломны. Бомбардировка Токио – это яркий пример неоправданной жестокости Соединенных Штатов в отношении другого государства. Очередное подтверждение того, что идея об американской исключительности – не что иное, как фашизм. То есть это вполне себе стандартная практика для американских вооруженных сил. Вот. Когда речь идет о том, что удары наносятся по большим площадям, а не точечно, когда задействуется очень серьезный эффект морально-политический, когда не останавливаются перед большим числом жертв среди мирного населения. Это своеобразный почерк, по которому можно угадать все американские военные акции здесь.